900 градусов по Цельсию. Запомните эту цифру. Именно при такой температуре необратимо разрушается то, что делало дамасскую сталь дамасской. Не плавится, не меняет форму, исчезает. Навсегда. На молекулярном уровне. Мы знаем эту цифру точно. Умеем ее воспроизвести в лаборатории с точностью до градуса. Но повторить то, что исчезает при 900 градусах, не можем. Спустя 200 лет попыток. С полным химическим анализом. С электронными микроскопами. С вычислительным моделированием. Как это вообще возможно? А давайте узнаем, у кого сейчас утро, день или ночь. Пишите в комментариях свое время, посмотрим, насколько мы все из разных уголков мира. Средневековые хронисты писали о дамасских клинках так, будто речь шла не о металле, а о чем-то живом. Арабский географ Аль-Идриси в XII веке описывал лезвие, которое перерезает падающий в воздухе шелковый платок. Европейские крестоносцы привозили эти клинки домой как величайшие трофеи, и никто на Западе не мог понять, из чего они сделаны и как. Прошло 800 лет. Теперь мы знаем химический состав этой стали до атома. Мы видели ее внутреннюю структуру под электронным микроскопом. Мы нашли внутри нее углеродные нанотрубки, материал, который современная наука официально открыла в 1991 году. И все равно не можем ее повторить. Точнее, можем повторить внешне, но не по свойствам. В этом видео две серьезные научные версии того, почему это происходит. У каждой есть реальные доказательства. Они прямо противоречат друг другу. И именно в этом противоречии самое интересное. Прежде чем разбирать спор двух школ, нужно понять, о чем вообще идет речь. Потому что дамасская сталь — это термин, за которым скрывается несколько разных вещей, и путаница между ними стоила исследователям десятилетий. Начнем с географии. Дамаск — это современная столица Сирии. Но сталь там не выплавляли. Ее туда привозили. В виде небольших слитков весом от 300 до 500 граммов, которые на арабском называли фулат или вудс. Последнее слово предположительно происходит из телугу, одного из дравидийских языков Индии. Слитки производили в Индии и на территории современного Ирана и Средней Азии, примерно начиная с III-IV века до нашей эры. Дамасские мастера получали сырье, и уже из него ковали клинки. Именно поэтому сталь называют дамасской. Не по месту производства, а по месту обработки и торговли. Это важно. Когда в XVIII веке производство остановилось оно не в Дамаске. Остановилось где-то на пути от индийских кузнец до сирийских рынков. Теперь о том, чем эта сталь была особенной. В 1984 году американский металлург Оберон Шерби из Стэнфордского университета совместно с Джеффри Уотсвортом опубликовал в журнале Scientific American, одном из старейших и авторитетнейших научно-популярных изданий, первый систематический анализ механических свойств подлинных дамасских клинков. Шерби сформулировал 3 характеристики, которые делали эту сталь исключительной по меркам доиндустриальной металлургии. Первое. Твердость. Дамасская сталь была значительно тверже европейских аналогов своего времени при той же или меньшей хрупкости. Европейская кузнечная сталь того периода имела твердость по шкале Роквелла порядка 45-50 единиц. Подлинные дамасские клинки — от 60 до 65. Второе. Упругость. Клинок гнулся, не ломаясь. Это противоречит базовой логике металлургии. Обычно, чем тверже металл, тем он хрупче. Совместить оба свойства чрезвычайно сложно и в современном производстве. Третье. Удержание остроты. Режущая кромка сохраняла заточку значительно дольше, чем у сопоставимых клинков. Механизм этого свойства — отдельная загадка, о которой мы поговорим позже. На поверхности клинков был виден характерный волнистый узор — светлые и темные полосы, напоминающие текущую воду или древесные кольца. Это не декоративная насечка и не травление. Узор идет изнутри металла. Он отражает внутреннюю микроструктуру, чередование зон с разным содержанием углерода и карбидными включениями. Именно эта структура — то, что мы до сих пор не можем воспроизвести полностью. Производство дамасской стали прекратилось в промежутке между 1700 и 1800 годами. Точная дата неизвестна. Причина тоже. Это само по себе загадка, к которой мы вернемся.
С XVIII века начались попытки воспроизвести сталь. Английский ученый Майкл Фарадей, тот самый основатель электромагнетизма, в 1821 году провел серию экспериментов по воссозданию Вудса и потерпел неудачу. Фарадей был, вероятно, лучшим экспериментальным ученым своего времени. Факт его неудачи говорит о масштабе задачи. С тех пор попытки не прекращались. И именно накопленные неудачи породили два конкурирующих объяснения, почему у нас не получается. Первая школа сформировалась в 90-е годы XX века вокруг работ американского металлурга Джона Вербрама из Университета штата Айова и его коллеги Альфреда Пендрея. Их ключевая статья вышла в 1998 году в Metallurgical and Materials Transactions A, одном из ведущих рецензируемых журналов в области металловедения. Центральный тезис Вербрама и Пендрея — уникальные свойства дамасской стали обусловлены прежде всего химическим составом исходного Вудса и, конкретнее, микропримесями, которые содержались в индийской железной руде. Вот как выглядит их аргументация. Вудс — это не просто железо с высоким содержанием углерода. Это железо с очень специфическим химическим портретом. Анализ подлинных исторических образцов показал присутствие микропримесей ванадия в концентрации от 3 до 0,08%, молибдена — около 0,02%, марганца и хрома в схожих пропорциях. Цифры выглядят ничтожными, но в металлургии именно такие концентрации могут решать все. Вербрам и Пендрей провели серию экспериментов. Они создавали стальные образцы с точно воспроизведенным химическим составом Вудса, включая все эти микропримеси, и подвергали их медленному охлаждению от 1100 до комнатной температуры со скоростью около 1 градуса в минуту. Результат. Карбидная микроструктура с характерным узором образовывалась. Не идентичная историческим образцам, но близкая. Механизм таков. При медленном охлаждении углерод в стали начинает выделяться из твердого раствора и формировать карбиды железа, цементит. В обычной стали цементит распределяется хаотично. Но ванадий и молибден действуют как центры кристаллизации. Они притягивают карбиды, организуя их в тонкие нити, которые выстраиваются вдоль направления деформации при ковке. Эти нити и есть видимый узор на поверхности. Твердость обеспечивается самими карбидными включениями. Они тверже железной матрицы. Упругость — тем, что между твердыми нитями остается мягкий, вязкий металл, который поглощает удар. Структура работает как композит. Твердое и мягкое чередуются на микроуровне. Теперь ключевой вывод первой школы о причине исчезновения технологии. Вербрам и Пендрей указали, месторождения железной руды в Индии, дававшие Вудс с нужным содержанием ванадия и молибдена, исторически ограничены. Наиболее вероятный источник — рудники в районе Галконды на юге Индии. Когда эти конкретные месторождения были истощены, или когда торговые пути, по которым руда добиралась до кузнецов, были прерваны, мастера стали работать с другим сырьем. Внешне похожим, но без нужных микропримесей. Результат. Клинок выглядел как дамасский. Узор был, но структура на молекулярном уровне была другой. И свойства тоже. Постепенно стандарт деградировал, пока производство не прекратилось полностью. Если эта версия верна, то утерянный секрет — это не секрет вовсе. Это просто геология. Месторождение кончилось. Знание никуда не делось. Делось сырье. Это объяснение красивое, экономное и частично подтвержденное экспериментально. Но у него есть серьезная уязвимость. Если воспроизвести состав, структура должна образоваться сама. Мы умеем добавить ванадий и молибден в любой нужной концентрации. Почему же реплики все равно уступают оригиналам по механическим свойствам? На этот вопрос первая школа отвечает осторожно. Мы еще не точно воспроизвели состав. Возможно, есть еще какая-то примесь, которую мы не учли. Возможно, точная концентрация чуть другая. Вторая школа считает этот ответ уходом от проблемы. Вторая школа делает акцент не на том, из чего ковали, а на том, как именно ковали. Ее позицию наиболее четко сформулировал в своих работах немецкий исследователь Петер Пауф из Технического университета Дрездена. Но по-настоящему эта версия получила неожиданное подкрепление в 2006 году, когда Пауф совместно с коллегами опубликовал в журнале Nature результат, который никто не ожидал. Исследуя подлинный дамасский клинок из музейной коллекции,
предположительно 17-18 века, с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения группа обнаружила внутри металла углеродные нанотрубки. Цилиндрические структуры из атомов углерода диаметром в несколько нанометров. Те самые, что считались открытием японского физика Сумио Иидзимы 1991 года, за что в научном сообществе его упоминают в одном ряду с претендентами на Нобелевскую премию. В клинке 17 века нанотрубки. Это само по себе ошеломительный факт. Но важнее другое. Как они там оказались? Пауф предложил объяснение. В традиционных рецептах ковки Вудса, зафиксированных в арабских и персидских манускриптах, мастера добавляли в тигель органические материалы. Листья определенных растений, кору, иногда шерсть или кожу. Это выглядело как ритуал. На самом деле это была химия. Органика при сгорании давала специфическую углеродную среду внутри расплава. При определенных условиях, правильной температуре, правильной скорости охлаждения, правильном составе газовой среды в тигле, углерод самоорганизовывался в нанотрубчатые структуры. Нанотрубки, согласно гипотезе Пауфа, работали как микроскопическое армирование. Они распределялись вдоль карбидных нитей и предотвращали распространение микротрещин. Именно это могло объяснять сочетание твердости и упругости. Твердые карбиды режут, нанотрубки не дают металлу расколоться под нагрузкой. Но теперь ключевой момент, который вторая школа ставит в центр своей аргументации. Нанотрубки образуются только в очень узком термическом окне. Температура процесса должна быть достаточно высокой, чтобы органика разложилась и углерод перешел в реакционноспособную форму. Но не выше 900 градусов. Иначе вся тонкая карбидная структура разрушится. Коридор составляет от 75 до 100 градусов. Для кузнеца без термометра это цвет каления металла, звук удара молота, ощущение в руке. Это знание невозможно записать в виде формулы, его можно только передать. Годами работы рядом с мастером. Вторая школа утверждает, именно эта цепочка передачи и прервалась. Мастера знали как, в смысле ощущений, последовательности, интуиции. Они не знали почему, в смысле физики и химии. Когда торговые пути нарушились, когда войны и эпидемии уничтожили конкретные кузнечные династии, знание исчезло вместе с людьми, которые его несли. Не потому, что кто-то его скрыл, просто потому, что оно было живым, а не записанным. В поддержку этой версии еще один аргумент. Французский металлург Жан-Мари Дюпуи из Национального института прикладных наук в Лионе опубликовал в 2012 году в Journal of Alloys and Compounds результаты серии экспериментов, в которых он систематически варьировал термический цикл при работе с вудсом точного состава. Его вывод. При изменении режима охлаждения всего на 20 градусов в ключевой фазе кристаллизации механические свойства итогового клинка менялись радикально. Прочность на разрыв снижалась на 15-20%. 20 градусов. Это ничто для современной печи с программным управлением. Но для средневекового тигля, разогреваемого углем, это нормальное колебание температуры. Мастер должен был чувствовать этот момент и реагировать. Добавить уголь, изменить подачу воздуха, переместить тигель. Без понимания термодинамики, через годы опыта. Итог второй школы. Дело не только в руде. Дело в том, что мы не знаем точного термического цикла и, возможно, не знаем всех органических добавок, которые применялись. Оба эти знания утеряны не потому, что их скрывали, а потому, что их никогда не фиксировали письменно в том виде, который мы могли бы прочитать и воспроизвести. Две школы — сырье и процесс — не являются взаимоисключающими в полном смысле слова. Обе стороны признают, что химический состав важен. Обе признают, что термический цикл важен. Спор идет о том, что является первичным, а что вторичным условием. Но есть несколько конкретных фактов, которые ни одна из версий не объясняет полностью. И именно здесь дискуссия становится по-настоящему открытой. Первый необъясненный факт — это нанотрубки. Пауф нашел их в одном клинке. В других образцах, исследованных другими группами, нанотрубки не обнаружены. Является ли их присутствие случайностью, зависящей от конкретного мастера и конкретной плавки? Или они присутствуют во всех подлинных клинках, но мы просто не везде искали достаточно тщательно? Или их вообще нет связи с ключевыми свойствами стали, и Пауф нашел интересный, но нерелевантный артефакт?
Ответа нет. Систематического исследования большой выборки клинков на предмет нанотрубок не проводилось, по причине, о которой мы скажем ниже. Второй необъясненный факт – это механизм удержания остроты. Дамасская сталь сохраняла заточку значительно дольше аналогов. Это описано в источниках независимо и многократно. Твердость карбидных включений объясняет способность металла быть заточенным, но удержание остроты – это другое. Это способность режущей кромки не деформироваться при нагрузке. Исследователь Алан Вильямс из Лондонского музея Уоллиса, автор фундаментального труда «The Night and the Blast Furnace», вышедшего в издательстве Brill в 2003 году, указал, что механизм самозаточки, который иногда приписывают дамасским клинкам, реален, но его природа не установлена. Карбидные нити, выходящие на режущую кромку, теоретически могут создавать эффект микропилы, которая сохраняет функцию даже при частичном истирании мягкой матрицы между нитями. Но экспериментального подтверждения в контролируемых условиях эта гипотеза не получила. Третий необъясненный факт – хронологическая неоднородность. В 2019 году группа исследователей из Университета Упсалы под руководством Андерса Стенмарка опубликовала в Journal of Archaeological Science результаты сравнительного анализа дамасских клинков разных эпох. Выводы оказались неожиданными. Ранние клинки, предположительно IX-XI веков, демонстрируют более тонкую и равномерную карбидную структуру, чем поздние, XVII-XVIII веков. Это означает одно из трех. Первое. Технология деградировала с течением времени. Мастера постепенно утрачивали точность еще до полного исчезновения традиции. Второе. Ранние и поздние клинки изготавливались разными методами, которые мы ошибочно объединяем под одним названием. Третье. Датировка ранних клинков не точна, и мы сравниваем несопоставимые образцы. Стенмарк склоняется ко второму варианту и прямо указывает в статье: для корректного изучения дамасской стали необходима хронологически упорядоченная база данных образцов. Ее не существует. И здесь мы подходим к главному практическому препятствию, которое тормозит исследование сильнее любых теоретических разногласий. Музеи. Коллекции подлинных дамасских клинков рассредоточены по десяткам музеев. Эрмитаж, Метрополитен, Музей Виктории и Альберта, Топкапы в Стамбуле, Национальный музей Дамаска. Для полноценного материаловедческого анализа нужно брать образцы металла, срезы, стружку. Это деструктивный метод. Музеи крайне редко дают разрешение. Большинство опубликованных исследований основаны на анализе от нескольких единиц до нескольких десятков клинков. Для материала, производившегося на протяжении 1500 лет в разных регионах и разными мастерами, это статистически ничтожная выборка. В 2021 году Стефан Мейер и Клаус Рихтер из Технического университета Берг-Академии Фрайберга опубликовали в журнале Heritage Science статью с призывом к созданию международного консорциума музеев, который позволил бы провести систематический неразрушающий анализ с использованием нейтронной томографии и рентгеновской дифракции, которые дают данные о структуре без повреждения артефакта. Пока такого консорциума нет. Это значит, что самые важные данные, те, которые могли бы разрешить спор между двумя школами, физически существуют в музейных хранилищах, но они недоступны для науки. Давайте подведем итог тому, что мы знаем точно, и тому, что остается открытым. Мы знаем, дамасская сталь производилась из индийского вудса с высоким содержанием углерода и специфическими микропримесями. Мы знаем, ее карбидная микроструктура формируется в узком температурном коридоре и необратимо разрушается при превышении 900 градусов. Мы знаем, внутри как минимум одного подлинного клинка существуют углеродные нанотрубки, которые по современным понятиям не должны были там оказаться. Мы знаем, ни одна реплика, созданная на основе известных данных, не воспроизводит полный набор механических свойств оригинала. Что остается открытым? Конкретный вопрос, который поставлен в научной литературе и не имеет ответа. Является ли утраченным знанием химический состав сырья, термический цикл ковки или сочетание того и другого? И в какой пропорции каждый из этих факторов вносит вклад в уникальные свойства стали? Это не философский вопрос. Это задача для материаловедения. И она не решена. Вербрем, Пауф, Стенмарк – все они указывают на одно и то же препятствие.
Без доступа к большой выборке подлинных образцов мы продолжаем строить теории на ограниченных данных. Как сказал Пауф в интервью немецкому научному изданию Bild der Wissenschaft в 2007 году, мы видим результат, мы знаем часть условий, но нам не хватает нескольких переменных, и без них уравнение не решается. Есть еще один вопрос, который почти никогда не звучит в научных статьях, но напрашивается сам. Если дамасская сталь была так хороша, почему ее перестали делать? Не потому, что появилось что-то лучше. Индустриальная революция наступила позже. Не потому, что она вышла из моды. Такое оружие ценилось на вес золота. Почему технология, дававшая очевидное военное преимущество, просто исчезла? Это вопрос без ответа. И, возможно, он важнее, чем вопрос о составе руды. Напишите в комментариях, какая версия кажется вам убедительнее – сырье или процесс? Или вы думаете, что мы еще не нашли правильный вопрос?